Дорогие друзья, присоединяйтесь. Крючок 1,4, пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок, 203 метра в 20 граммах. Вяжу я нитью в 2 сложения. Вязать будем сегодня нежнейшие, красивые мотивы. И научимся соединять такие мотивы в единое полотно за счет провязывания последнего ряда. Начинаем выполнение нашего мотива с 5 воздушных петель, замкнутых кольцом. 1, 2, 3, 4, 5. Я ввожу крючок в первую воздушную и провязываю соединительную. Мое колечко готово, и я приступаю к выполнению первого ряда. Воздушная, и в колечко провязываю столбик без накида. Далее я выполняю арочки из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И столбик без накида. Всего я должна выполнить 5 таких арочек. Шестую арочку мы с вами выполним немножко по-другому. 1, 2, 3, 4, 5. И столбик без накида. И повторюсь, всего вяжем 5 таких арочек. И мы завершаем выполнение первого ряда. Шестую арочку мы заменяем на 2 воздушные и столбик с накидом. Накид, очень внимательно ввожу крючок в вершинку столбика без накида и провязываю столбик с накидом. И моя шестая арочка готова. Первый ряд завершен, и я могу приступить к выполнению второго ряда. 2 воздушные петли подъема, накид, и под арочку провязываю полустолбик. Далее арочка из 5, 1, 2, 3, 4, 5, накид, и под арочку провязываю 2 полустолбика. Первый полустолбик и второй. И давайте еще раз повторим. Арочка из 5, 1, 2, 3, 4, 5, накид, и под арочку 2 полустолбика. Первый полустолбик и второй. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы с вами завершаем выполнение второго ряда. Я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема и соединительная. И могу приступить к выполнению следующего третьего ряда. Третий ряд я начинаю также с 2 воздушных петель подъема, которые у меня заменяют полустолбик. Далее накид, в вершинку полустолбика ввожу крючок, провязываю полустолбик и под арочку провязываю еще 1 полустолбик. Далее провязываю арочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, и в вершинку полустолбика ввожу крючок, провязываю полустолбик. Это первый полустолбик, в следующую вершинку второй полустолбик, и третий полустолбик я провязываю под арку. Далее опять арочка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, и вновь 3 полустолбика. В вершинку первый полустолбик. Далее второй полустолбик, опять в вершинку. И третий полустолбик под арочку. Далее опять арочка из 5. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершаем выполнение третьего ряда. Я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, соединительная. И приступаем к выполнению следующего четвертого ряда. Очень внимательно
К началу ряда я перехожу соединительно, я ввожу крючок в вершинку полустолбика и выполняю соединительную. Далее 2 воздушные петли подъема, которые заменяют полустолбик, накид, и в вершинку полустолбика я провязываю полустолбик. Далее 2 полустолбика я провязываю под арочку. Первый полустолбик и второй. Далее арочка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И теперь очень внимательно. Первую вершинку я пропускаю, в следующую вершинку ввожу крючок, первый полустолбик, в следующую вершинку второй полустолбик, и третий и четвертый полустолбик я провязываю под арку. Третий и четвертый. Далее арочка из 5. 1, 2, 3, 4, 5. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение 4-го ряда. Я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема и соединительную. И могу приступить к выполнению следующего 5-го ряда. Как и ранее, к началу ряда я перехожу соединительной, то есть в вершинку полустолбика я ввожу крючок и соединительную. Далее 2 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют полустолбик, накид, и вершинку полустолбика я провязываю полустолбик. Далее второй полустолбик, вершинку, и 2 полустолбика под арочку. Первый и второй полустолбик. Далее арочка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И очень внимательно мы с вами пропускаем первую вершинку, в следующую вводим крючок и провязываем полустолбик. В каждую вершинку по одному полустолбику. Всего у нас должно получиться 3 полустолбика. Первый готов, далее второй, третий и еще 2 полустолбика под арочку, то есть всего 5. Четвертый и пятый. Выполнили. И давайте еще раз повторим. 1, 2, 3, 4, 5. Накид и считаем. Должно быть 5 полустолбиков. Пропускаем вершинку. Считаем. 1, 2, 3 и под арочку 2, 4, 5. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение 5-го ряда. Я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, соединительную. И могу приступить к выполнению следующего 6-го ряда. Опять же, к началу ряда перехожу соединительной, вершинку соединительную. Далее 2 воздушные петли подъема, которые заменяют полустолбик. И далее провязываю полустолбики ровно. Считаем. 1, 2, 3. И под арочку. 4, 5. Далее арочка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Очень внимательно пропускаем первую вершинку и далее провязываем полустолбики. Всего 6. 4 вершинку, точнее вершинки, да, первый, второй, третий и четвертый. И под арочку 2, 5 и 6. Провязали. Далее продолжаем. Опять же арочка из 5, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 полустолбиков. Первую вершинку пропускаем и считаем. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Далее арочка из 5 и так далее. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение 6-го ряда. Я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, соединительную. И приступаем к выполнению следующего, 7-го ряда. Опять же переходим с соединительной к началу ряда. Вершинку полустолбика я провязываю в соединительную. Далее 2 воздушные петли подъема, которые заменяют полустолбик, накид. И провязываем полустолбики. Считаем 1, 2, 3, 4 и под арочку 2, 5 и 6. Далее у меня арочка из 5, 1, 2, 3, 4, 5. И в дальнейшем мы вяжем 7 полустолбиков. Я пропускаю первую вершинку и считаем 5 полустолбиков ровно. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и 7 я провязываю под арочку. Провязали. Далее у нас с вами арочка из 5, 1, 2, 3, 4, 5. И вновь провязываем 7 полустолбиков. Первую вершинку пропускаю и считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И так вяжем с вами до конца нашего ряда. Мы заканчиваем выполнение 7-го ряда. Я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, соединительную. И приступаем к выполнению следующего, 8-го ряда. Вершинку я провязываю соединительную, как и ранее. 2 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют полустолбик. И далее считаем. Первый полустолбик, второй, третий, четвертый, пятый и 6 и 7 под арочку. Провязали. Далее у нас арочка из 5, 1, 2, 3, 4, 5. И мы провязываем 8 полустолбиков. Очень внимательно пропускаем первую вершинку, в следующую провязываем первый полустолбик и считаем. Второй, третий, четвертый, повторим, пятый, шестой и 2 полустолбика под арочку, 7 и 8. Провязали. Так мы будем вязать с вами до конца ряда. Давайте повторим. Арочка из 5, 1, 2, 3, 4, 5. Накид, пропускаем первую вершинку и далее считаем. Первый полустолбик, второй, третий, четвертый, пятый,
шестой, седьмой и восьмой. И далее арочка из 5 и так далее. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение 8 ряда. Я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, соединительная. И я могу приступить к выполнению следующего 9 ряда. Для этого я выполняю соединительную в следующую вершинку и провязываю 2 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют один полустолбик. Далее вяжу 6 полустолбиков ровно и считаем: первый, то есть каждую вершинку по полустолбику, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Провязали 6 полустолбиков ровно. Далее вяжем 3 арочки из 3 воздушных. 3 воздушные петли, столбик без накида под арку. 3 воздушные петли и столбик без накида под арку. И еще 3 воздушные петли, то есть еще одна арочка, накид. И очень внимательно пропускаем первую вершинку, в следующую вершинку вводим крючок. Здесь очень внимательно. Полустолбик. Всего провязываем 7 полустолбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Провязали. Вновь 3 арочки из 3 воздушных. Провязываем 1, 2, 3, столбик без накида. 1, 2, 3, столбик без накида. 1, 2, 3, накид, пропускаем первую вершинку и далее 7 полустолбиков. 1, 2, 3, запуталась ниточка, давайте повторим. 4, 5, 6 и последний 7 полустолбик. Далее у нас идут арочки из 3 воздушных. Итак, мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы с вами продолжаем работу и завершаем выполнение 9 ряда. Я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, соединительная. Далее выполняю соединительную вершинку полустолбика и перехожу к началу нашего 10 ряда. 2 воздушные петли подъема, которые заменяют у меня полустолбик, и далее провязываю полустолбики. Считаем 1, 2, 3, 4 и 5 полустолбиков. Выполнили. Далее мы с вами вяжем арочку из 3 воздушных. 1, 2, 3. Накид и под арку провязываем столбик с накидом. Далее арочка из 3, накид, и под нашу арку будем провязывать 3 столбика с накидом с общей вершинкой. Провязываем первый незавершенный столбик, второй и третий. Все столбики у нас с вами с накидом и общая вершинка. Далее арочка из 3 и точно такие же столбики под эту же арку. Первый незавершенный, второй и третий. И общая вершинка. Провязали. Далее арочка из 3,
столбик с накидом под арку, вновь арочка из 3 и полустолбики вяжем. Очень внимательно 6 полустолбиков. Пропускаем первую вершинку и следующую считаем. Первый полустолбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Провязали. Далее продолжаем также арочка из 3, столбик с накидом. Немножко побыстрее буду вязать, мы с вами повторяем. Арочка из 3, 3 столбика с общей вершинкой повторяем. Выполнение: первый незавершенный, второй и третий, и общая вершинка. Арочка из 3, 3 столбика с общей вершинкой, первый, второй, третий, общая вершинка. Арочка из 3, столбик с накидом, арочка из 3 и наши полустолбики. Пропускаем первую вершинку и далее провязываем. 1, второй, третий, четвертый, пятый и шестой, точно так же, как вязали ранее. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы с вами завершаем выполнение 10-го ряда. Я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, соединительная. Далее опять же выполняю соединительную, как мы выполняли с вами ранее. И наш 11-й ряд, опять же, мы начинаем с 2 воздушных петелечек подъема, которые заменяют один полустолбик. И далее провязываем наши полустолбики. 1, 2, 3, 4. Провязали. Далее мы вяжем арочку из 3, накид под арку, столбик с накидом. Арочка из 3, накид и под арочку, столбик с накидом. Далее арочка из 3, и теперь под арочку мы вяжем точно так же, как и ранее. 3 столбика с общей вершинкой, наши столбики с накидом. Провязываем, общая вершинка. Далее арочка из 3, 1, 2, 3, накид и под эту же арочку 3 столбика. Считаем: первый, второй и третий, и общая вершинка. Далее арочка из 3 и столбик с накидом, арочка из 3 и столбик с накидом. Далее арочка из 3, очень внимательно, и у нас пропускаем первую вершинку и вяжем 5 полустолбиков. Считаем: 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Вот такой у нас с вами нежный, красивый мотив получается. Далее мы выполняем то же самое, то есть арочка из 3, столбик с накидом, арочка из 3, столбик с накидом под следующую арочку, да. Далее арочка из 3, повторяем все с вами, немножко быстрее я вяжу, накид и
3 столбика, первый, второй, третий, общая вершинка. Далее вновь арочка из 3 и 3 столбика, первый, столбики у нас не завершенные, второй, третий и общая вершинка. Далее арочка из 3 под арку, столбик с накидом, арочка из 3, столбик с накидом, арочка из 3 и полустолбики. Пропускаем первую вершинку и считаем: первый, второй, третий, четвертый и пятый. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. И завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы продолжаем нашу работу, завершаем выполнение 11 ряда. Ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, соединительная. Далее еще одна соединительная, вершинку полустолбика. И 2 воздушные петелечки подъема. Напоминаю, это у нас с вами 12 ряд, и мы его начинаем, как и предыдущие ряды, да? 2 воздушные петли подъема заменяют полустолбик. Далее мы провязываем 3 полустолбика, первый, второй и третий. И далее вяжем наши арочки из 3 воздушных. И здесь вот хорошо видно, смотрите, мы вяжем арочку и столбик с накидом под арку, арочка из 3 и столбик с накидом под арку, арочка из 3, столбик с накидом под арку. И под эту арочку мы вяжем точно такие же столбики с накидом. 3 воздушные, накид, и вяжем 3 столбика с общей вершинкой, первый, второй и третий. Столбики с накидом незавершенные, общая вершинка. Далее арочка из 3 и точно такие же 3 столбика, первый, второй и третий, и общая вершинка. Далее мы выполняем арочки из 3 и столбик с накидом. И далее опять арочка из 3, ну, то есть арочки из 3 и столбики с накидом, да, провязываем. Вот хорошо видно, оно прям по узору у нас уже вырисовывается, как провязывать. Давайте посмотрим. Увидите. Далее арочка из 3 и полустолбики. Пропускаем первую вершинку, и далее у нас 4 полустолбика. Считаем: первый, второй, третий и четвертый. И далее опять по узору, да, арочка из 3, столбик с накидом. Давайте провяжем вместе немножко побыстрее, да, я буду вязать. Арочка из 3, столбик с накидом, арочка из 3, столбик с накидом, арочка из 3 и под арку 3 столбика вяжем незавершенные, общая вершинка, арочка из 3. Очень легко запоминается узор и хорошо и быстро вяжется.
Опять у нас с вами 3 незавершенные столбика, общая вершинка. Арочка из 3, столбик с накидом, арочка из 3, столбик с накидом, арочка из 3, столбик с накидом, арочка из 3, и у нас с вами первую вершинку пропускаем и далее 4 полустолбика. 1, 2, 3 и 4. И останавливаемся, смотрим. Вот такой у нас с вами аккуратненький, красивый ряд получается. И так мы вяжем с вами до конца нашего ряда. Мы с вами завершаем выполнение 12 ряда. Как и ранее, я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, соединительная. И могу приступить к выполнению следующего 13 ряда. Для этого я опять же, как и ранее, прохожу соединительной к началу ряда, то есть выполняю в полустолбик, вершинку полустолбика соединительную. Далее 2 воздушные петелечки подъема, которые у меня заменяют 1 полустолбик, накид, и провязываю 2 полустолбика ровно, первый и второй, провязали. Далее арочка из 3, накид и столбик с накидом у нас с вами под арочку. Арочка из 3 и столбик с накидом, арочка из 3 и столбик с накидом. Так мы с вами вяжем до арочка из 3, столбик с накидом, до нашего вот этого приема, да, где мы выполняем арочку из 3, накид, и под арку мы вяжем 3 столбика с общей вершинкой, первый, второй, третий столбик и общая вершинка. Далее арочка из 3 и вновь 3 такие же столбика под эту же арку. Первый незавершенный столбик, второй и третий. Напоминаю, все столбики у нас с вами с накидом и общая вершинка. Далее мы с вами опять же вяжем точно так же, как и ранее, наши арочки из 3 и столбики с накидом. Все очень просто. Вяжем вот прям как у нас, да, как по узору. Арочка из 3 и столбик с накидом. Арочка из 3 и столбик с накидом. И арочка из 3. И очень внимательно накид я пропускаю первую вершинку и провязываю 3 полустолбика. Считаем 1, 2 и 3. Провязали. И дальше мы с вами вяжем точно так же, как и в этом случае. То есть опять у нас арочки с вами будут из 3. И так мы вяжем до конца нашего ряда. Я начну выполнение, вы же продолжите самостоятельно. Вот таким образом вяжем до конца ряда. Мы завершаем выполнение 13 ряда. Я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, соединительная. 13 ряд завершен, и мы можем приступить к выполнению 14 ряда. Как и ранее, к началу ряда я перехожу соединительной, то есть вершинку полустолбика. Я ввожу крючок и провязываю соединительную. Далее, очень внимательно, я провязываю 2 воздушные петли подъема, накид, и вершинку полустолбика провязываю 1 столбик с накидом. Провязали.
Далее мы точно так же, как и ранее, с вами вяжем по узору. То есть у нас идут 3 воздушные, столбик с накидом. 3 воздушные, арочка, да, из 3, столбик с накидом. 3 воздушные, столбик с накидом. 3 воздушные, арочка, да, из 3 и столбик с накидом. Вяжу побыстрее, здесь все понятно, все очень просто. Столбик с накидом, провязали. Далее мы выполняем точно так же, как и ранее, то есть провязываем 3 воздушные, накид и вяжем под арку 3 столбика с общей вершинкой. Столбики у нас с накидом, провязываем незавершенные и общая вершинка. Далее арочка из 3 и точно такие же столбики под эту арку. 1, 2, 3 и общая вершинка. Провязали. Далее вяжем точно так же, как и здесь, то есть арочка из 3, столбик с накидом. И вновь арочка из 3, столбик с накидом. Арочка из 3, столбик с накидом. Все очень просто. Арочка из 3, столбик с накидом. Еще одна арочка из 3, столбик с накидом. И далее очень внимательно. Арочка из 3, накид. Я пропускаю первую вершинку и далее буду провязывать 2 столбика с накидом. Первый незавершенный, далее у меня в следующую вершинку второй незавершенный. Мы выполнили 2 столбика с накидом, с общей вершинкой, разными основаниями. Далее опять у нас арочка из 3, столбик с накидом. И так мы с вами будем вязать до конца нашего ряда. Мы с вами завершаем выполнение 14 ряда. Я ввожу крючок в вершинку столбика с накидом, соединительная. Круговой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению следующего 15 ряда. К началу ряда я перехожу соединительными. Очень внимательно я выполняю первую соединительную и вторую соединительную выполняю под арку. 3 воздушные петли подъема провязываю, которые у меня заменяют столбик с одним накидом. Далее арочка из 3. Выполнила 3 воздушные, накид и под арку под следующую провязываю столбик с накидом. Далее вот по узору, как мы с вами выполняли ранее. Арочка из 3, столбик с накидом. Арочка из 3, под арку столбик с накидом. Арочка из 3 и столбик с накидом. Арочка из 3, столбик с накидом под следующую арочку. И далее у нас с вами по узору мы под арку выполняем, не забываем арочку из 3 провязывать и выполняем 3 столбика незавершенные и затем общая вершинка. Провязали, общая вершинка. Далее арочка из 3 и точно такие же 3 столбика под эту же арку. Первый, второй и третий и общая вершинка. Далее арочка из 3 и под арку столбик с накидом. Арочка из 3 и под следующую арочку столбик с накидом. Арочка из 3 и далее столбик с накидом. Арочка из 3, столбик с накидом.
арочка из 3, столбик с накидом. И далее смотрите очень внимательно. Вот у нас с вами арочка из 3, столбик с накидом. И вот мы с вами, да, провязывали наши полустолбики, столбик с накидом. Мы пропускаем и провязываем арочку из 3 и под следующую арку столбик с накидом. Очень просто. И так мы вяжем с вами до конца нашего ряда. Арочка из 3, столбик с накидом. Далее довязываем, выполняем наши столбики с общей вершинкой. Все вяжем по узору до конца нашего ряда. Мы с вами завершаем выполнение нашего мотива и, соответственно, последнего ряда. Я ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема 1, 2, 3 и выполняю соединительную. Мой ряд завершен. Далее воздушная, я ниточку обрезаю. У меня тут остаток нити, поэтому он длинненький получился. Хорошо подтягиваю. И далее я вдоль полотна остаток нити аккуратненько убираю. И посмотрим на наш красивый нежный мотив, который у нас получился с вами. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать нежнейший красивый мотив. Уже можно создать из него салфеточку, да, очень такая красивая, ажурная, нежная получится салфетка. И давайте посмотрим, мотив получился достаточно большой, я хочу вам размер показать. Вот размер мотива 21 сантиметр, видите, вот так, если мы измеряем, и если мы измеряем вот таким образом, то у нас получается 17 сантиметров. Мотив нежный, красивый, ажурный. И нам с вами остается посмотреть, как соединить такие мотивы в единое красивое ажурное полотно за счет выполнения последнего ряда вязания. И нам с вами остается рассмотреть, как присоединить наш мотив к другим мотивам. Обращаю ваше внимание, что мы мотив не довязываем. И вот я уже присоединила 3 мотива. Видите, получается очень нежное, красивое, ажурное полотно. И мы будем присоединять вот таким образом за счет арочек, точнее за счет провязывания в арочках столбика без накида. И шаг за шагом мы с вами рассмотрим наше присоединение. Сначала к одному мотиву, а затем к другому. Мы с вами довязали наш мотив по узору до, видите, наших 3 столбиков с общей вершинкой. Далее очень внимательно я беру мотивы вот таким образом, изнаночка к изнаночке, вот так, видите, беру поудобнее. И начинаем наше присоединение. Очень внимательно. Я провязываю, у нас по узору идет арочка из 3. Я провязываю одну воздушную. Далее вторую воздушную я заменяю на столбик без накида. Видите, хорошо, это изнаночная сторона. Вот моя арочка. Видите, наши столбики с общей вершинкой. И я ввожу крючок и очень внимательно. Смотрите, 1, 2, 3 воздушная. В центральную, именно в петлю в данном случае я ввожу крючок, столбик без накида провязываю. Далее воздушная. Возвращаюсь к моему мотиву и провязываю 3 столбика с общей вершинкой. Провязываем 1, 2 и 3 столбик незавершенный и общая вершинка. Провязали, вот наше соединение, видите. Далее
мы будем все выполнять одинаково. Я выполняю воздушную, вторую воздушную я заменяю на столбик без накида, но ввожу крючок под арку. Столбик без накида, вот таким образом. Далее воздушная, накид и под арочку столбик с накидом. Воздушная, вторую воздушную заменяю на столбик без накида. Далее третья воздушная, точнее третья петля, да, у нас она с вами воздушная и столбик с накидом. Воздушная, вторую воздушную на столбик без накида заменяем, воздушная, столбик с накидом. Все очень просто. И давайте посмотрим на наше соединение. Вот видите, аккуратненько получается, достаточно просто и быстро. И так мы будем присоединять нашу сторону. Вот так до нашего вот уголочка. Далее мы провяжем с вами вместе. Мы с вами выполнили присоединение одной стороны и посмотрим, как будем присоединяться в уголочке. Опять же берем наше полотно поудобнее. Напоминаю, изнаночка к изнаночке у нас мотивы располагаются. После того, как выполнили 3 столбика с общей вершинкой, воздушная, и далее очень внимательно, вот наша арочка, мы сюда уже вот провязывали столбик без накида, я ввожу крючок прямо в воздушную петлю, очень внимательно, именно в воздушную петлю, столбик без накида, провязали, воздушная, и возвращаемся к нашему мотиву, который мы вяжем. 3 столбика с общей вершинкой, первый, второй, третий и общая вершинка. Далее воздушная, и тот же принцип у нас с вами, вводим крючок под арку, столбик без накида, воздушная, столбик с накидом под арочку, воздушная, столбик без накида под арку, воздушная, столбик с накидом под арочку в нашем мотиве, который мы вяжем. И вот давайте посмотрим. Мы с вами выполнили присоединение в уголочке, вот хорошо видно. И вот одна сторона присоединенная, и по этому же принципу мы присоединяем с вами эту сторону. Мы выполнили наше присоединение. Вот видите, сторона у нас присоединена. И давайте повторим присоединение в уголке. Берем поудобнее. После наших столбиков с общей вершинкой я провязываю воздушную очень внимательно. Далее на готовом мотиве, вот смотрите, у нас арочка из 3, первая петля, вторая, третья, я ввожу крючок в центральную петлю, столбик без накида. Далее воздушная, возвращаюсь к своему мотиву и провязываю 3 столбика с общей вершинкой. Провязали. Далее продолжаю выполнение мотива. Арочка из 3, столбик с накидом, арочка из 3, столбик с накидом. И так вяжем до конца нашего ряда. И завершаем самостоятельно выполнение мотива. А мы посмотрим с вами наше соединение, которое мы только что с вами выполнили. Вот видите, аккуратненько получилось. С одной и с другой стороны мы присоединились. Вот в уголочке. И вот вторая сторона. И давайте посмотрим на наше готовое полотно.
Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать нежнейший ажурный мотив. Также узнали, как соединить такие мотивы в единое красивое полотно. И уже само полотно может стать основой для создания буквально любого изделия. Можно выполнить скатерть, можно покрывало, кардиган, блузу, накидку, шаль, палантин. То есть буквально любое изделие. Все зависит от вашего желания, опыта, фантазии и, конечно же, выбранной пряжи. Видите, вот такая красота получается. Сами мотивы вяжутся достаточно быстро. И, я бы сказала, несложно. Мотивы получаются большие, поэтому полотно создается быстро и необычно и красиво смотрится. До новых встреч, творческих вам успехов и отдельно огромное спасибо за то, что вяжете вместе со мной. Не забывайте писать комментарии, ставить лайки. И, конечно же, делитесь своими идеями и куда вы использовали мотивы, обязательно рассказывайте. Пока-пока, до новых встреч!